Я вам так скажу, вот зомби Чеза посмотрю с превеликим удовольствием, потому что лайк сразу ставлю. Потому что почти 4 миллиона подписчиков у зомби Чеза. Зомби Чез, здравствуй, мой хороший. Здорово, заебал. Всех приветствую. Не забывайте ставить лайки, ребят. Подписываться на канал. Ссылочку на зомби Чеза оставил внизу в описании. Сейчас будем смотреть 10 страшных вещей, снятых, блядь, на квадрокоптер. Понимаешь? И сейчас мы будем все тут разоблачать, потому что мы знаем, что все это монтаж, ложь, провокация. Поехали. Кадры с дронов, квадрокоптеров дают нам возможность делать невероятные кадры с высоты. Но бывает такое, что в объектив летательного аппарата попадают жуткие вещи. От реальных клоунов-маньяков, призраков, мистических существ до жизненных событий, которые до безумия шокируют. Некоторые из этих видео могут быть мистификациями, но многие из самых жутких вещей, снятых дронами, слишком реальны. Вы на канале Зомби Чеза. Начнем. Это вертолет. Начнется здесь. Сейчас вы увидите уникальное жуткое видео. Подобного люди еще не снимали на квадрокоптер. Прямо посреди кладбища появляется нечто мистическое. Парень по имени Расти решил исследовать старое кладбище после истории о том, что на нем водятся призраки. Самая знаменитая легенда этого кладбища. Здесь обитает призрак молодой матери, потерявшей своего ребенка за пару недель до своей кончины. Печальная история, легенда настолько стала популярной, что даже на этом кладбище поставили статую этой призрачной матери. Ее призрак бродит по кладбищу ночью в поисках своего ребенка. Звучит как типичная история о призраке. Но вот что квадрокоптер Расти запечатлел на этом кладбище. Из кладбища исходили жуткие звуки, крики, стоны. Боясь самому заходить в это место, парень запустил свой дрон для исследования местности. Именно тогда он и заснял что-то похожее на жуткую фигуру, выходящую из-под земли. Чего? Ну, я скажу одно, что это снято одним дублем. И если это графика, то это не херовая графика. Но на графику это вообще не похоже. Материальный объект. Ёпта. Подождите-ка. Да подождите вы, гражданин! Сущность просто Я не могу это объяснить. Это не чувак. То есть это не кто-то, это что-то с какой-то дымкой. появляется из-под земли и исчезает в темноте. Возможно, это тот самый призрак матери. Автор видео Расти настолько испугался этого призрака, смотря через объектив квадрокоптера, что развернул его, дабы самому убраться с этого места побыстрее. Что думаете об этом видео? Пишите в комментариях ваши предположения. Я не могу объяснить это видео. Надо более детально разбирать, но что-то слишком уж оно реалистичное. Это не склейка, это графика была бы видна. Либо это гений графики, либо это полная габелла. И слушайте, знаете что, давайте-ка... Я давно такого не встречал, давайте-ка более детально разберемся в этом моменте. Потому что, если честно, очень странный момент. Архистранный. Это очень странный момент. Высветлите эту картинку, ребят. В телегу закиньте в комментарии. Это архистранный момент. Давайте попробуем почекать. И в комменты мне потом напишите, что удалось или нет под этим видео. Ну хер его знает. Движется, для человека движется очень странно. Ну, бестелесно движется. Чего? Подожди. А вот это вот никого не смутило? Ёб твою мать, что у вас там происходит?
Вы сообщите зомби Чезу. Тут как он, наверное, просмотрел еще один момент. Слушайте, у меня просьба будет. Найдите это место. О каком вообще месте идет речь? Что это за место? Какая страна и как называется кладбище? Что я прихерел немножко. Очень, очень странный момент. Очень странный. Я был в его пасти. Вот что сказал мужчина, на которого во Флориде напал аллигатор во время купания в реке. Данное происшествие снял квадрокоптер. Житель Тампы Джеффри Хэм плавал в реке Мяка и пробыл в воде всего несколько минут, когда что-то ударило его с такой силой, что он подумал, что это лодка. Совершенно случайно пролетал квадрокоптер и снял это происшествие. Мелочные детали не видны. На кадрах видно явно, что происходит борьба. Мужчина со всех сил вырывается из объятий аллигатора и стремительно плывет к берегу. Чудом выживший мужчина говорит, что животное было почти 3 метра в длину. После нападения Хейму наложили 34 шва на голове из-за травмы Как он вообще выжил просто после этой встречи? черепа, а еще у него многочисленные следы зубов на теле. Сейчас он клянется, что больше и близко не подойдет к этой реке, где произошло нападение. Чё ж, он не знал, что там аллигаторы, что ли, живут? Охренеть. Как он вырвался? Это же невозможно. Смотрите на это видео. Тут я обнаружил жутчайшую находку. Гору детской обуви глубоко в пещере, а также кости диких животных. Издалека такое ощущение было, как будто это человечьи кости. Вот я, привязанный к стулу на кладбище. Вот закопанный по шею в лед. Все запрещенные... Ты чё, родной? Блять, что там происходит, я не пойму. Слушай, надо зайти посмотреть, что-то тут какое-то веселье творится, вообще просто полное. Видео из рубрики «Паразомб» без блюра. Все это и больше вы можете посмотреть в моем телеграм-канале Чизоид. Эксклюзивно. Психологические и мистические эксперименты, проведенные мной, мои путешествия в самые жуткие места мира, паранормальные, мистические события, произошедшие во всем мире, которые по многим причинам не показываю в ютубе. Все это найдете в моем телеграм-канале Чизоид. Чес, походу, дело шарит за то, что я говорил. То, что не все можно выкладывать в YouTube. И что-то сразу удаляют. Кстати, нас почти 100 тысяч. На 100 тысяч будет нереальный крутой розыгрыш и прямой эфир. Телеграм-канал Чизоид. Ссылка на экране и в описании. Надо зайти глянуть. Помимо полученных красивых кадров с неба, дрон еще хорошо использовать для поисково-спасательных операций. Эти кадры с дрона стали вирусными недавно в интернете. На кадрах изображен 23-летний парень из Индии, который оказался в ловушке на линии разлома холма, на высоте около 1 километра. Парень поднялся на холм с 2... Ты чё, говорит, родной, там делаешь? На километр поднялся, сел в расщелину и сидит. Километр. Ты чё, ебанутый? Что ты там делаешь? своими друзьями, подскользнулся и упал в глубокое ущелье, из которого выхода нет. Он незначительно ранен. Друзья бедолаги Как? Там не то чтобы ангел-хранитель, там вообще что это такое? вызвали спасателей. Он провел в таком положении 40 часов, ждал, пока спасатели смогут добраться до него. На протяжении этого времени дрон, с которого были сделаны эти кадры, передавал парню еду и воду. Альпинисты добрались до него и спустили по тросу вниз. Километр, гора. Автор этого видео Кайл, который запустил свой квадрокоптер, дабы запечатлеть красивые виды леса и протекающую реку в нем, но все оказалось гораздо интереснее, чем просто кадры леса. Пролетая возле моста, проходящую через реку, он заметил при помощи дрона какое-то подозрительное движение под мостом. Отправив туда летающий аппарат, мы можем заметить жуткую фигуру в маске клоуна. В руках у ряженого человека ножи. Ну это постанова 100%. Да-да. Замечает квадрокоптер, начинает за ним гнаться, кидаться камнями и всем, что под руку попадается. Есть и 3 варианта происходящего, и все они вполне реальны. Этот неизвестный в маске снимал пранк, кошмарил проезжающих рядом людей. Вот сразу видно новичка, понимаете, в пранках.
Вот у нас бы как это было? Ну, представьте, едет себе Иван Петрович. Почему Иван Петрович, не спрашивай. Он просто едет. У него рейс Калининград, Владивосток. У него играет любимая мелодия. Посреди огней вечерних и гудков машин мчится тихий огонек моей души. Он везет товара 20 с лишним тонн в фуре. Понимаешь? Он не спал неделю уже. Он вообще не спит. Он просто едет и поет эту песню. Ему на таких пранкеров просто... А едет он на американца, это с длинной мордой фура. И там, понимаешь, там просто вот так... Лай-ла-лай-ла-лай, лай-ла-лай-ла-ла-лай. Лай-ла-ла-ла-лай, ла-ла-лай-ла-ла-ла-лай. Это был реальный невменяемый человек, переодетый в клоуна, который, вероятно, либо пугал людей, либо пытался на них напасть. И последний вариант. Он бы лучше, знаешь, где так походил, попугал людей? Я просто, когда горы смотрю, вспоминаю, я давеча, вот буквально, полгода назад был в славном Дагестане. Вот мне кажется, что если бы он вот так вот где-нибудь там вышел из-под моста, но то, что его бы воткнули, это просто вот 200%, понимаешь? То, что он бы извинялся потом, это 300%. Просто сразу. Там 20 пропущенных сразу бы было, понимаешь? Автоматически. Шутку бы никто бы не оценил, понимаешь? Да, сразу извинения. Сразу. Молниеносное извинение. Пранки это не мое, говорит. Я вообще не хотел. Я вообще, говорит, грибы собирал под мостом и все, в принципе. Сам автор этого видео, Кайл, сделал такую постановку. Какой бы из этих вариантов мы ни выбрали, в любом случае костюм клоуна, да и вся ситуация в целом, получилась волнительной. Волнительный. О! В 2017 году 20-летний парень по имени Закари был остановлен полицией. Причиной его остановки стало подозрение в контрабанде, которую он перевозил на машине. Остановка была на берегу океана во Флориде. В мгновение ока Закари ничего лучше не придумал, как попытаться убежать от полиции, и выбрал весьма невозможный путь. Пробежав вдоль берега несколько километров, он прыгнул в воду и поплыл вдаль. Сложно представить, что было в голове у парня. Ну да. Сказочный долбоеб. Зачем его только из дурки выпустили? Он поплыл... Океан. Вплавь. Молодец. Белая акула это оценит. Молодец. в сторону бесконечного океана. Бесконечное вечное. Понятное дело, что таким образом скрыться ему не удалось. Дрон его засек, когда тот отплыл весьма далеко от Наберешь, говорит, когда плывешь. берега. Он устал и мог утонуть, а еще хуже — акулы. На одном из кадров даже можно заметить акулу, которая проплыла вдоль. Ни Закари, ни акула друг друга не заметили. План ареста перешел в план спасения, ведь у парня устали руки и ноги, и он вскоре мог утонуть. Он был спасен и арестован. И набутылен, блядь. В апреле 2020 года квадрокоптером совершенно случайно было заснято весьма странную и, скорее всего, секретную ситуацию. Действия разворачиваются на ненамного отдаленном острове, который видно с берега Нью-Йорка. В данном видео мы видим бригаду рабочих, одетых с головы до ног в белые защитные костюмы. Погрузчик закапывает неизвестные секретные ящики, которые лежат в канаве. Также мы видим людей в черных костюмах, которые стоят в стороне и наблюдают, контролируют весь засекреченный процесс. Видно, что люди в черном не рискуют приближаться к этим ящикам ближе. Явно там что-то радиоактивное, ядовитое. Если внимательно присмотреться, ящики имеют форму человека, и на ум приходят разные нехорошие мысли по поводу этой ситуации. Страшно подумать, что может быть там внутри. Если с этим грузом так бережно обращаются, закапывают под землю на безлюдном острове, может ли быть там что-то действительно страшное? Случайно снимающее данное место квадрокоптер запечатлил действительно что-то страшное, что-то секретное. И никто не обращает внимания, вообще никто. Вообще просто вот ни один. Что нам нельзя было видеть. Что думаете?
Слабоумие, душераздирающая болезнь, которой страдают как и молодые, так и пожилые люди. Люди, страдающие Молодые часто, да, страдают. Знаю одного человека, но... подобным, могут вести себя странно, например, как ребенок, маньяк, агрессивный человек или просто теряться. Женщина, которую вы сейчас увидите на кадрах, имеет подобное психическое заболевание. Она ушла из дома, и семья несколько дней не могли ее найти. Благодаря дрону с инфракрасной камерой удалось найти что-то похожее на человека, который заблудился. Непонятно, почему женщина решила выйти из дома и просто пойти в абсолютном рандомном направлении. Семья ее искала несколько дней. Полицейский дрон заметил небольшой тепловой след на земле, в густом и лесистом районе в нескольких кварталах от дома. Офицерам на земле было приказано быстро сообщить местонахождение женщины. Она была найдена в состоянии истощения. Ей также было холодно. Ее отвезли в больницу. Как они выживают, я вообще понятия не имею. Это видео, снятое с дрона, который запечатлел что-то похожее на снежного человека с младенцем. Можно подумать сначала, что это просто обезьяна, но посмотрите, как силуэт ходит, явно не как обезьяна. Существо со своим ребенком пряталось в лесу за большим камнем, вероятно, испугалось жужжания дрона. Когда так званый Бигфут... Подожди, так это не дрон, это же старое вроде видео. Это же старое видео, просто снятое типа кем-то. 144, кстати, да, мое любимое разрешение. Понял, что ему и его или ее ребенку грозит опасность, тут же убегает и скрывается в лесу. Приблизив камеру, да, очень похоже на самую обычную обезьяну, но в горах они не водятся, да и ходят совершенно не как известные науке обезьяны. Что думаете об этом видео? Шакальное качество и трясущиеся руки — это наше все. Это, я еще раз говорю, шел 2158 год, высадка уже на Марс. Илон Маск сказал, скоро с инопланетянами, блядь, увидимся. У нас все на дрон, ёпта, снимают. Я не знаю, где их берут, по распродаже на Алике или где, блядь. Я нашел это видео на Reddit, где оно ныне удалено автором, поэтому особо информации об этом видео нет, только наши догадки. Автор при помощи дрона осматривал полуразрушенное здание из досок и фанеры. Через несколько минут автор пролетает возле главного входа в этот сарай, где сталкивается с очень странной фигурой внутри здания. Оно, кажется, ест что-то с земли. Через некоторое время существо среагировало на прилет дрона. Бледная фигура выходит из здания, чтобы посмотреть, что происходит. Фигура довольно-таки страшная, выглядит как всемирно известное существо из легенд. Рейк. В любом Моя прелесть. случае, мне Смеагл. Пиздуй отсюда! кажется, что это просто человек в костюме и гриме. Как думаете? Я думаю, нет, это не графика, это обычный чувак просто переоделся, я думаю, да. Не графика. Чувак переоделся. Верите ли вы в настоящих инопланетян, которые живут среди нас? Тогда вам действительно нужно посмотреть это страшное видео. На кадрах видно, как два существа, похожие на динозавров, спешатся по замерзшей реке Канады. У них утолщенные шипы, длинные хвосты и заостренные головы. В остальном их тела выглядят более или Петрович говорит, ну-ка дай-ка мне сайгу. менее человеческими. Они несутся, сгорбившись по льду, опустив перед собой руки. Это динозавры, инопланетяне, гуманоиды. Это два дебила, которые снимают постанову. Я случайно наткнулся на это видео, которое было загружено 28 февраля, без точного расположения. Известно, что это было в Канаде. Что думаете об этом видео? Представляешь, потом досмеемся. Сейчас вот сидим, веселимся. Потом лет через 5 они как объявятся, вот эти вот друзья. Вот этот смех будет. Угу. Если вы хотите продолжение, пятую часть страшной видео, снятое на квадрокоптер, то обязательно сообщите об этом мне в виде лайка на это видео и приятный комментарий. А также не забудьте подписаться на канал Зомби Чеза, чтобы не пропустить самые крутые, свежие и жуткие видео. С вами был Зомби Чеза. Пока. Дело сделано. Не забывайте, да, ребят, комментарии обязательно оставлять, потому что, так скажем, пожилое продвижение фиксируется. Так что лайк, подписка, колокол. Удачи.